Всем привет и добро пожаловать на мою любимую кухню, где мы с вами готовим быстро, красиво, вкусно и, главное, полезно. Расскажу вам небольшую такую историю. Я обычно езжу за покупками 2 раза в неделю. В пятницу такой у меня основной закупочный день. И где-то там, я не знаю, во вторник, может быть, в понедельник я что-либо докупаю. Но на этой неделе у меня совершенно не было времени. Я постоянно была за рулем, ездила на какие-то встречи, интервью. В общем, некогда мне было. Сегодня у нас четверг. Вот я только что прибежала домой, немножко такая уставшая, открыла холодильник и думаю, боже мой, что делать? У меня вообще, я не докупила ни молока, ни картошки, которую у меня муж любит. В общем, что у меня было в холодильнике по секрету? Кусок лосося. И когда я посмотрела, что у меня в морозилке, я нашла 2 пачки замороженных овощей. Ну, конечно, там другие разные были овощи, но именно эти я решила сегодня с вами вместе приготовить. И предлагаю вам сделать блюдо, которое элементарно готовится, потому как за основу у нас будет идти замороженные овощи, как я сказала, 2 видов, кое-какие специи и 300 грамм лосося, который мы вместе сейчас запечем в красивых формочках, которые мы с вами сделаем. Формочки в виде лодочек, и, может быть, на них мне ушло больше времени, чем на приготовление этого блюда. Ну что, мои хорошие, давайте приступим к нашему ужину. Для того, чтобы приготовить нашу рыбку, нам сегодня понадобится огнеупорная форма, у меня такая стеклянная, 2 лодочки, которые я покажу вам, как я делала из пергамента, 1 чаша для вымешивания овощей, ну и, конечно же, силиконовая лопатка, ложка и маленький венчик, для того, чтобы мы с вами перемешали наш соус. Для нашего сегодняшнего экспресс-рыбного ужина я приготовила 500 грамм готовой замороженной смеси рататуй. Здесь у нас кабачок, черри, помидорчик, красный лук, перчик, ну и какие-то специи. 300 грамм лосося, который я разрезала на 2 кусочка, потому что нас будет 2. К лососю я также добавлю розмарин, который у нас растет. И для соуса мы возьмем столовую ложку горчицы, 1 лайм, который также можно спокойно заменить на лимон, 1 фиолетовую луковицу и 200 грамм зеленой фасоли. И притрусим мы все это буквально 10 орешками миндальными. Соль, конечно же, как всегда, перец, оливковое масло и мед. Ну что, начинаем наше волшебное приготовление еды. Я вам предлагаю сделать наше блюдо в такой последовательности. Сначала мы смешаем овощи в эту чашу и польем их немножечко маслом растительным, подсолим, поперчим и отставим в сторону. И потом приступим к приготовлению нашего соуса и начнем выкладывать наше красивое блюдо в лодочки. Я беру прежде всего, какой он тяжелый, 500 грамм рататуя. И к рататую добавим нашу стручковую фасоль. Вон. Пошумим чуть-чуть, как всегда. И лук. Теперь я предлагаю вам все это полить маслицем. Так. Поперчить.
посолить. И аккуратненько перемешать. Для удобства можно взять еще одну ложку, хотя будет сейчас у нас звук. Об стекло такой звонкий. Посмотрите, какие красивые цвета у нас с вами получились. Пока мы будем готовить соус, отставляем наши овощи, пусть они немножечко промаринуются. Горчицы я добавляю мед. У меня какой-то цветочный, не знаю, экологический, но жидкий. Буквально 1 столовую ложку. Так. Теперь добавляем масло. Масло у меня оливковое. Теперь я наш будущий соус подсолю. Соль у меня гималайская, не знаю, я ее очень люблю. И она такая красивая. Думаю, хватит. Буквально солим по вашему вкусу. Перчик также. Все по вашему вкусу. Вы видите, как у нас все сегодня быстро происходит. И теперь я выдавлю половиночку сока лайма. Запах уже изумительный, ребят, потому что все комбинации этих наших овощей, специй, которые добавлены в рататуй. Так, еще чуть-чуть подаем. Розмарин, который здесь так прекрасно расположился. Все, и теперь начинаем вымешивать наш соус. Этим соусом мы с вами польем нашу рыбку. Будет очень пикантный вкус. Попробуйте, опять же, может быть, для вас столько много будет горчицы, столовая ложка. Мы любим, когда все такое острое. Может быть, вам нужно добавить немножечко больше лимонного сока или сока лайма. Может быть, мед. Пробуйте, экспериментируйте и, конечно же, отступайте от рецепта немножечко. Нужно быть всегда гибким на кухне, понимаете, в том плане, что нужно. Вкусовые качества у нас все разные. И пристрастия какие-то кулинарные у нас разные. Поэтому можно всегда по своему вкусу что-либо привнести или изменить. Попробуйте обязательно этот соус на вкус и потом приправьте его до конца. Ну что, овощи у нас уже промариновались. Выглядят они очень красиво. Соус к рыбке у нас уже готов. И теперь мы начинаем с вами оформлять наше блюдо. Самый интересный момент. Так, духовку я уже разогрела до 200 градусов. И теперь начинаем выкладывать наши овощи в эти лодочки. Расправляем их рукой, чтобы они стали поглубже. Вот так вот. И выкладываем на дно нашей лодочки овощи. Это получится у нас, знаете, такая овощная подушка. И будет за счет этих овощей у нашего лосося совершенно потрясающий пикантный вкус. Ну и также у вас получится 2 в 1. Овощи будут как гарнир. Полезные углеводы, клетчатка, все то, что нам нужно для нашего организма. Вот так вот. Смотрите, сколько получается. Много у нас поместилось с вами. Еще 1 ложечку добавлю. Так. Теперь чистыми ручками кладем кусочек лосося. И то же самое проделаем со второй лодочкой. Расправляем ее. Так вот. И кладем на дно сначала овощи.
Видите, у нас получилась такая хорошая порция. Теперь кладу второй кусочек лосося. Лосось я не солю. Почему? Потому что у нас соль имеется уже в нашем соусе. Теперь ручки вытерли. Я посыпаю наш прекрасный лосось орешками миндальными. Они прекрасно сочетаются с рыбкой. Украшаем наш лосось колечками лайма или лимона. У меня просто был лайм. Так, смотрите, как празднично. И теперь торжественный момент. Поливаем все нашим очень остреньким, вкусненьким соусом. И сейчас самое время отправить нашу рыбку в духовку. Так, ну еще чуть-чуть на это давайте не пожалеем. Турум-турум-турум. Все. И как last touch у нас будет 2 веточки розмарина. Ну вот и скажите мне, пожалуйста. Вот скажите мне, пожалуйста, вот вам нравится вот такое вот блюдо, которое мы с вами сделали за 10 минут. Сейчас еще наш лосось должен постоять в духовке 15, ну максимум 20 минут. И наше блюдо, наш великолепный быстрый ужин будет готов. Я вам покажу, как все это будет выглядеть. До встречи! Друзья, прошло 25 минут, не 20, как я говорила, а 25 в духовке. И посмотрите, что у нас с вами получилось. Посмотрите, какая красота. Я постараюсь, потому что очень тяжелая. Форма у меня вот такая вот у нас получилась красивенная рыбка, которая пахнет и благоухает на нашу всю кухню. И как все это было быстро и легко сделать. И какая великолепная подача. Посмотрите. Вот я к чему я поставлю? Ой, потому что очень тяжело мне его держать. И сниму мои теплые рукавички. К чему я вас всегда призываю? Вкладывайте душу, даже если у вас нет времени и сил на приготовление пищи, но вот такой вот шедевр за какие-то 25 минут можно всегда себе позволить. Зато стены вашей квартиры будут восполняться вот таким вот, какой-то, не знаю, душевными запахами. Ваши мужья, друзья, дети будут иметь какие-то приятные ассоциации в будущем, да, или же мужья будут всегда бежать к вам домой с работы, потому что будут знать, что их жена что-то вкусненькое приготовит. И я доказываю каждый раз, когда готовлю что-либо для вас и для моей семьи, что было бы желание, а всегда можно найти что-нибудь легкое, вкусное, полезное. И, конечно же, очень важно все это красиво подать. Я сейчас выложу это все на тарелку, сделаю фотографию для вас и покажу наш результат. К этому блюду я сделала элементарный салат, который состоит, тоже у меня опять же остатки в холодильнике были, немного шпината, фенхель, он тоже очень хорошо сочетается с рыбой, с любой. Вот. Помидорчики черри, я побежала в сад, у нас там последние пособирала, можно сказать. И все это заправлю лимонным соком с оливковым маслом. И подсолю, поперчу, и все. И будет вкусно, и опять же полезно. Никаких картошек я своему мужу не делала, потому что у нас ее нету. Закупка будет завтра, да. Но за счет тех овощей, которые у нас лежат в наших лодочках под лососем, вы получите полностью все необходимые витамины, минералы, белки, жиры и углеводы. Так что можно вкусно и полезно делать, даже из остатков всегда можно что-то придумать. Спасибо, мои хорошие, что были сегодня со мной. Спасибо за ваши комментарии, спасибо за ваши советы и поддержку. И до новых встреч у меня на кухне. Ну а на сегодня все. С вами была любящая вас Виктория. Пока!